Андрей с родителями жил в небольшом сибирском поселке, недалеко от железнодорожной станции. Отец работал путевым обходчиком, а мать стрелочницей. В общем, рос он в семье железнодорожников. Частенько Андрей бывал с отцом или с матерью на станции, видел проезжающие пассажирские поезда и грузовые составы. И уже с детства Андрей мечтал стать машинистом, водить поезда на дальние расстояния. Закончил успешно школу. В областном центре поступил в железнодорожный техникум. Спустя 3 года получил специальность машиниста. Приехал в свой родной поселок и устроился на работу на железнодорожную станцию. Поначалу Андрей работал помощником машиниста, набирался опыта. И вот уже через год, набравшись навыков и опыта, работал машинистом. Руководство назначило его на грузовой локомотив. Шло время, Андрей уже был опытным машинистом. На больших составах он доставлял грузы на дальние расстояния, в разные регионы Сибири. Наступила зима. Андрей отправился в очередной рейс. Локомотив набрал обороты и стремительно помчался вперед. Андрей вглядывался вдаль пути, непроизвольно обозревая бескрайние, таежные просторы. Далеко, впереди, Андрей увидел на пути темные точки. Может, показалось, подумал он и на мгновение, отвел взгляд в сторону. Андрей вновь посмотрел вперед и уже увидел силуэты, которые были на месте и не двигались. Локомотив стремительно приближался к ним. Присмотревшись повнимательней, Андрей уже отчетливо видел, что это не что иное, как целая стая волков. Они стояли намертво на путях и не двигались с места. Их взор был обращен к приближающемуся составу. И тут они протяжно и громко завыли, будто предостерегая от какой-то беды. Андрей и его помощник пришли в изумление. Что это? В чем дело? Почему волки на пути и так жутко воют? Обеспокоенно подумали они, не зная, что дальше предпринять. Но было ясно одно: двигаться дальше было просто невозможно, волки перегородили путь. Андрей по экстренной связи сообщил, что на железной дороге помеха и дальше двигаться нельзя. Ему дали добро. Расстояние все сокращалось и сокращалось, до волчьей стаи оставалось уже чуть больше километра. Андрей стал снижать скорость локомотива и метров за 100 до волков, состав остановился. Волчья стая в этот момент перестала выть. Присмотревшись повнимательнее из кабины тепловоза, Андрей просто обомлел от увиденного. На путях лежал мужчина, а волки, окружив его, просто стояли и не двигались, глядя то на мужчину, то на поезд. Матерый волк внимательно посмотрел в сторону состава, как бы доверяя этого мужчину машинисту. Затем подошел к лежащему мужчине, лизнул его в лицо, потом рыкнул на стаю, и волки, следуя за ним, удалились в лесную чащу. Андрей и помощник увидели, что мужчина задвигался, но почему-то не мог встать. Они поняли, что с ним что-то случилось. Хоть и не по правилам, но пришлось оставить помощника, а самому отправиться к мужчине. Андрей был в шоке, когда увидел, что тот был пристегнут наручниками к рельсам. Это был местный егерь Иван Степанович. Он, конечно, был рад машинисту и все ему рассказал, как он тут оказался и кто с ним совершил такой зловещий поступок. Это браконьеры, с которыми я давно борюсь. Они уничтожали даже самых редких, охраняемых животных, таких как тигр, а уж что говорить о волках и их детенышах. Пользуясь безнаказанностью и из-за корыстных целей, уничтожали зверье безмерно. Я им был, как кость в горле. Убирал их ловушки и капканы. А 2 года назад, весной, наткнулся на них при обходе угодий, когда они уже направлялись к логову, чтобы расправиться с волчьим семейством, а волчат забрать и продать. Мне пришлось применить оружие. Я сделал пару выстрелов вверх, и они со злобой сказали мне напоследок: «Мы еще встретимся, теперь ходи, старик, да оглядывайся». А вот сегодня я с ними встретился. Один из них мне сказал: «Ну что, старик, вот мы и встретились, как обещали. Пришла расплата за все твои, так называемые, гуманные делишки. Ты больше не сможешь нам помешать, ты просто умрешь здесь». Подвели меня сюда и хладнокровно пристегнули наручниками за обе руки к рельсам, хорошо понимая, что я сам уже не смогу отсюда уйти. А эти волки — мои друзья, которых я 2 года назад спас от браконьеров.
Они охотились на дичь. А когда они увидели здесь меня, то поняли, что я в беде и не ушли. Но что они могли сделать с этими наручниками? Волчья стая просто встала на пути, не щадя своей жизни, чтобы поезд не наехал на меня. Иван Степанович смахнул украдкой слезу со щеки и сказал: «Спасибо вам большое, что остановились и помогли мне». Андрей, в ответ, сказал егерю: «Иван Степанович, да мы-то что, это все ваши волки, они просто молодцы. Помнят вашу доброту и вовремя пришли к вам на помощь». Андрей пожал егерю руку и попрощался с ним. Иван Степанович пошел в поселок, а локомотив двинулся с места. У Андрея отлегло от сердца, даже стало как-то очень приятно от того, что спасали этого доброго человека не только они, но и волки, не забывшие его доброты, а это дорогого стоит. Вскоре этих браконьеров вычислили, и они все получили реальные сроки. А Иван Степанович продолжил работу егеря, такую нужную и важную для дикого мира зверей. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.